Всем привет, вы на канале Мехамозг, меня зовут Евгений. Друзья, тема сегодняшнего видео — изготовление шестерней очень нестандартным способом. О чем идет речь? Вот у меня, я снял кожух на токарном станке, видно 3 шестерни. Это вот стандартный набор 25 зубьев, 84 и 60. А в комплектации этого станка все, что у меня было. Далее, все вот эти вот сменные шестерни другие, 55 я изготовил, показывал тоже интересный способ. В этот раз я планирую сделать шестерню 42 зуба, чтобы расширить, так сказать, возможности станка. Способ этот я назвал вынос мозга. Почему так? Потому что при изготовлении этой шестерни не будет применяться фрезерный станок, не будет применяться делительная головка, вообще какое-либо делительное устройство, самое простое. Не будет применяться даже модульная фреза. А что же я буду делать? Вот такое вот приспособление из обрезков труб я сделал. Какие-то кусочки. Далее я буду применять кинетический песок, детская игрушка. Основа кварцевый песок, и там буквально 2% какого-то связующего. Я уже показывал. И за основу надо ж как-то модуль выдерживать. За основу я возьму вот эту шестерню 25 зубьев. Сейчас я ее сниму по-быстрому. Угу. Есть контакт. Вот это вот основные компоненты. Ну, еще, конечно, токарный станок. Сейчас покажу, до чего, так сказать, дошла моя фантазия. Что мы делаем? Мы соединяем вот это вот так. И сюда набиваем вот этого песка. Вот уже начатая банка у меня. Я возьму оранжевую. Почему? Чтобы лучше было видно. Скажу честно, это все теория. На практике я еще шестерню такую не делал. Таким способом. Кстати, пишите в комментариях, на какой минуте видео вы догадались о принципе, так сказать, этого способа. Потому что делаю что-то непонятное, хочу сделать шестерню, вот играюсь каким-то песочком. Достаточно. Вот так получилось. Соответственно, имея шестерню 25 зубов, буду делать шестерню 42 зуба. Что непосредственно на токарном станке у меня тут установлено. Вот такое вот цанговое приспособление. Есть видео непосредственно у меня по этому приспособлению. И вот такой вот шпинечек я вытащил. Туда он вставляется и зажимается. А вот на этот шпинечек уже одевается шестерня. Просто одевается, ничем не фиксируется. А в патрон зажимаем вот эту вот штуковину. Ну и что теперь? Я думаю, понятно, что вот это вот у нас получилась такая наподобие накатки, только очень крупная. Ну и берем, накатываем. Заводим шестерню, упираем в стеночку и чуть на себя. И погнали. Так. Лишнее срезаю пластиночкой. Так. Сейчас еще чуть крутну. Хорошо. Отвожу, показываю. Отвожу, показываю. Это еще не все. Вот можно видеть, вдавливаются вот эти вот профиль шестерни получился. Но сейчас я даже посчитаю, скажу, сколько здесь зубов.
39 зубов сейчас. О чем я хочу сказать? Конечно, это не просто так по наитию я сделал эту штуку. Нет, согласно формул делал, чтобы получились габариты как раз 40, фрезы 42 зуба. Но при этом вот этот корпус позволяет сделать вот сейчас 39 зубов. То есть, если бы я захотел, можно было вот так вот поставить эту штуку на металл и сюда залить внутрь бронзы. Что я и планирую сделать. И получилось бы шестерня 39 зубов. Сейчас вдавлю сильнее, получится 40 зубов. 41, ну и так далее. Вот этот бортик и вот этот бортик я рассчитал так, что когда шестерня упрется, вот таким образом получится как раз четкий профиль и шестерня на 42 зуба. А лишнее я просто выдавлю. Вот так вот. Ну что ж, попробуем. Надеюсь, все получится. Хочу сказать, что может шестерня получится и не идеальная, но мне важно, чтобы она просто работала. То есть я мог нарезать резьбу. Ну что ж, теперь делаю 42 зуба и зальем бронзы. Четко, по-моему. Сейчас надо зубы посчитать. 39, 40, 41, 42. Ну, вроде бы все получилось. 42 зуба. Вроде бы профиль хороший. Будем пробовать. Заливать. Итак, момент истины. Все остыло. Ой. Волнительно очень. Вот, песок сыпется. Опа, Степа. Ну что я могу сказать, в принципе получилось. Не идеально, но шестереночка. Так, ну сейчас глянуть. Единственное, что по направлению вращения, может быть, чуть-чуть закругляла в одну сторону. Зубья чуть-чуть загинала. Ну, покажет станок. В принципе, это вот такая то ли бронза, то ли латунь. Я вот, видели, отливал с двух смесителей. Пришлось еще добавить болваночку с монеток, как я отливал, тоже латунь L80. Стеинов, так сказать. Чтобы было куда уйти усадочной раковине. Это отрежем. Ну и попробуем. Материал мягкий, в паре при работе со сталью, я думаю, приработается, если что.
Вот как-то так. Сейчас будем просверливать и нарезать шпон-паз. Растачивать в размер по валу и строгать, наверное, продольной подачей шпон-паз. И попробуем, как оно будет работать. Вот такой нехитрый способ. Конечно, требует он еще доработки. Да, в принципе, уже положительный результат. По центру. Даже так не. Итак, что же у меня получилось? Вот такая вот шестереночка. Не идеальная, конечно, но посмотрим, как она себя поведет в работе. Главное, чтобы работала. Я думаю, что заводской каленой стальной шестеренки она не повредит. Вот эта шестеренка у меня тоже есть, тоже самодельная, на 55 зубов. Сейчас я соберу вот этот комплект 55, 84, 42 и попробуем, будет ли это все работать. Вперед!
ну, думаю, достаточно. Итак, нарезал я резьбу. Сейчас я вот тут, наверное, свет выключу. Какую резьбу? Выставил я сейчас C1. Вот по этой таблице. C1. Смотрим. C1. Вот единичка. Получается. Эта таблица идентична этой абсолютно. Но это обычные резьбы, а это питчевые. Что это значит? Вот эта единица. Она умножается на число π. 3,14. Вот можно видеть на трубе, я как раз такую резьбу и нарезал. Ну вот можно видеть на этой резьбе как раз таки шаг резьбы и число π 3,14. Я точно не выставлю, сейчас разверну, чтобы лучше видно было. Идеально не выставлю, но где-то так. А такие вот питчевые резьбы, они для простого обывателя не очень-то и востребованы. Я бы даже сказал, совсем не востребованы, но пускай будет. Пускай будет данный набор шестереночек. Шестереночка, в принципе, себе работает. И уже даже, по-моему, прирабатывается как надо. Друзья мои, если будете принимать решение, ставить ли лайк под этим видео, прошу ставить лайк не за исполнение данной шестереночки, а за идею. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было вам полезным. Всем творческих успехов. Кто не подписался, обязательно подпишитесь. Впереди еще много интересного. До новых встреч.